Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вот эти ноготки на канале у меня вы видели, относились просто замечательно. Клиентка была в полном восторге, даже задержала коррекцию, что для нее нетипично, потому что ей очень нравился этот дизайн, она не хотела его переделывать. Ну и я, как обычно, оператор от бога, я весь этот день настроила камеру так, что она была в фокусе на мой рабочий стол вместо ногтей, поэтому я вам буду очень подробно рассказывать, что мы здесь делаем, в принципе, кое-как видно, вот, но я постараюсь сделать так, чтобы вам было максимально понятно. Ну, знаю я, что оператор из меня так себе, ну да ладно. Тем временем мы нанесли моделирующий гель на поверхность нашего ноготочка. Он у нас мокрый. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы следующие цветные гель-лаки наносить не на поверхность натурального ногтя, а все-таки на толщину какого-то покрытия. И теперь, когда нам нужно будет спилить этот дизайн, мы не будем пилить по натуральному ногтю. У нас там останется еще слой геля. Ну и плюс, поскольку мы работаем в технике по мокрому, все цвета у нас немножечко растекаются, все цвета у нас немножечко перемешиваются, ну и плюс вот такие вот волшебные движения кистью, которыми мы дополнительно перемешиваем наши цвета в прожилочке, получаются очень красивые безумные узоры. И при этом обратите внимание, моделирующий гель у нас стоит на месте. Он практически никуда не течет, не растекается, не наплывает на бока. Его не так уж много, а излишки, которые появляются, мы убираем аккуратненько кисточкой. Уже на этом этапе моя клиентка прыгала от восторга и говорила, что так ей достаточно. Но мы же, как обычно, не останавливаемся, поэтому берем камифу буки и располагаем по периметру своего дизайна для того, чтобы добавить какого-никакого блеска. А дальше я слегка немножечко ошиблась. Я взяла сиреневые хлопья юки, потому что мы с клиенткой договорились, что мы будем сочетать сиреневый и зеленый, потому что это хорошее сочетание цветов. Так вот, я взяла сиреневые хлопья юки, но я их взяла слишком много, поэтому на каких-то пальчиков вот такие вот крупные хлопушки легли не очень хорошо, они закрыли дизайн. Поэтому в следующий раз, если мне захочется сделать что-то типа такого, я возьму чего-нибудь помельче. Я возьму какие-нибудь мелкие сиреневые блесточки, которые лягут маленькими-маленькими точечками и не забьют мои красивые прожилочки. Ну и в качестве акцентных вещей я добавила еще и красных пайеток, которые будут контрастно смотреться по отношению к моему зеленому цвету. В общем, сочетание у нас сегодня «Вырви глаз». Это вот прям сочетание на полных ярких контрастах. Если вам интересно, то у нас в магазине есть калькулятор цвета, который считает интересные сочетания цветов. А в инстаграме нашего магазина папа последнее время выкладывает, как этим калькулятором правильно пользоваться и какие варианты он предлагает. Поэтому подпишитесь на инстаграм магазина, там довольно-таки интересные идеи. Ссылочку на инстаграм оставлю вам в описании, для того, чтобы вы сильно долго не искали. Мы же тем временем выпиливаем форму наших ноготочков. Эта клиентка у нас носит только квадратики, только коротенькие, поэтому выпиливаем коротенькие квадратики. И нам останется, в принципе, сделать покрытие, сделать маникюр. Кто как умеет, тот так и делает. И добавить немножечко прорисовки. На самом деле я планировала на эти ногти какие-нибудь цветы или какие-нибудь листья или что-то такое вот довольно-таки крупненькое, под которое я собиралась спрятать вот эти вот юки, которые мне не очень понравились. Но клиентка была в полнейшем восторге от всего происходящего, поэтому прорисовку мы минимизировали. А я с вами сегодня в комментариях хотела бы пообщаться на тему того, как бы вы спрятали или исправили тот момент, что вы начали лепить какой-то элемент, а он вам не нравится. То есть вариантов несколько.
Как бы вы вышли из этой ситуации? Как обычно в подобных аквариумах у нас, конечно же, выпиливается цвет из-под кутикулы. Ну, вернее, как? Во-первых, мы моделирующие гели кутикуле под кутикулу ни в коем случае не загоняем. Во-вторых, когда мы сделали маникюр, убрали кутикулу, у нас еще открылось какое-то пространство. Плюс при опиле какие-то места мы с вами выпилили, поэтому мы берем те же самые оттенки, которые мы укладывали на наш ноготочек, и доводим их на то расстояние, на которое нам не хватило. Остальные ногти покрываем вот таким вот фиолетовым с блестками. Он очень хорошо сочетается с хлопьями юки, замечательно перекликаются они между собой, и поэтому в целом картинка у нас складывается, несмотря на то, что фиолетовый и зеленый это контрастная пара. А на зеленом у нас еще один контраст в качестве красного. В общем, у нас очень много контрастов в этой работе получилось. Как я уже говорила, я собиралась сделать довольно-таки большую прорисовку, что-нибудь крупненькое, что-нибудь интересное, но клиентке очень понравился этот аквариум. Это первый аквариум в ее жизни, а мы ей до этого такого не делали, поэтому она сказала: не закрывай мне ничего, сделай что-нибудь очень простое, чтобы было максимально видно все переливы, которые у нас внутри. Поэтому я сделала вот такую вот диагональную композицию из каких-то вензельных элементов. В принципе, на этом все.
Итак, вот такие вот ногти у нас получились. Из-за того, что контрастно смотрятся наши цвета, работа в целом выглядит безумно ярко и интересно. Надеюсь, вам сегодня понравилось. Надеюсь, вам было интересно, вы узнали для себя что-то новенькое. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!